Всем привет! Сегодня мы будем делать букет из роз. Для этого мы сегодня подготовили вот такую розу сорта Винделла. У нее бежевый оттенок, очень красивый. Попозже расскажу про саму эту розу. И рускус израильский. В принципе, достаточно распространенная зелень, которая есть в каждом салоне. И сегодня мы покажем, как составляются небольшие букеты. И если ваш клиент просит составить букет гораздо большего диаметра, если бы вы прикладывали непосредственно бутон к бутону, то обязательно в этом букете в основе должна быть так называемая распорка. Иначе в любом случае, когда вы начнете либо перевязывать букет, либо упаковывать его, обязательно головы будут стучаться друг об друга. Мы выбрали именно рускус и советуем вам выбирать именно рускус, потому что по цвету, да и по форме, как правило, эти листочки совпадают с листьями розы. Посмотрите, потому что если у вас даже где-то выйдет эта распорочка наружу, если не нужна будет упаковка, то, как правило, она сольется с зеленью розы. И, как всегда, для того, чтобы составить эту распорочку, посмотрите, у рускуса очень высокая ножка. Мы разрезали его на две части, потому что наша задача составить такой букет из роз, чтобы зелень как будто бы и отсутствует, и в то же время диаметр вашего букета гораздо больше, чем при составлении непосредственно бутон к бутону. И, как всегда, вы начинаете с зелени. Мы берем сами рускус. Посмотрите, он совершенно по-разному у нас разрезан. Неважно, напополам, да, приблизительно напополам. Вот вы составляете. Мы взяли рускус израильский, хотя все мы знаем, что есть еще сочинский рускус, но у него листик более грубый и менее красивый. Хотя, конечно, по цене он чуть-чуть подешевле. И есть еще рускус итальянский, но у него мелкие острые листики, которые некрасиво будут с розой смотреться. Ну, если у вас задача немножечко выпустить из букета, то он будет смотреться красиво. А на распорку он слишком маленький, у него и тоненькие листики, они будут очень быстро заминаться, и тогда не дадут вам соответствующую распорку. Ну вот, предположим, если вам нужно составить букет из 3 только роз, да, то вам достаточно будет вот такой небольшой распорки. Я просто сколько у нас там ножек рускуса? У нас здесь получилось практически 2,5 ножки. То есть я не буду закреплять, да, я просто покажу, вот если вам захочется составить букет именно из 3 роз. И листья с розы в этой ситуации мы не снимаем. Да, листья мы не снимаем. Ну. А листья розы могут в какой-то ситуации дать распорку самостоятельно? Могут, но очень незначительно, все равно это замнется. Вот посмотрите, да, предположим, вот ваш, вот 3 розы, да, мы не вытащили очень сильно рускус, потому что у нас солирует роза, но вот таким образом, если вы сделаете еще упаковку или просто подвяжете бант, то вот у вас получился уже довольно-таки широкий букет из 3 роз. Точно так же вы можете составлять все другие букеты из 5 роз, непосредственно уже добавляя небольшое количество цветка. И рускуса. А к 5 понадобится еще распорка? Посмотрим. К 5, может быть, уже и не понадобится. Вы просто одну розочку должны поставить чуть-чуть вовнутрь, погоняете. Ну вот здесь вот, да, чтобы уже не сомкнулись головы с этой розы, вам придется воспользоваться еще одной распоркой. Точно так, в принципе, зелень как бы сливается и выглядит это достаточно приемлемо. То есть я думаю, что клиент ничего не поймет. И часто же клиенты сами просят, добавьте какую-нибудь зелень. Да. Мы не используем в салоне гипсофилу, хотя она же тоже, да, может служить распоркой. Да, потому что она воздушная, она может служить распоркой, но мы, как правило, и розы складываем непосредственно голова к голове. Но часто просят, иногда, вернее, бывает, что просят и такие варианты. И у Винделлы, кстати, как у розы, у нее очень нежный листик сам по себе, хотя он достаточно колючий, поэтому эта роза не может складываться широко без дополнительной зелени. Она, конечно, сама по себе очень красивая, она вот раскрывается, обратите внимание, широким бутоном, и, в принципе, она достаточно была раньше распространена среди свадебной флористики, особенно когда у невесты было не белое платье, немного бежевое айвори, потому что роза сорта Телея, она уже имеет более темный оттенок.
А здесь как раз такой вот переходный, и плюс эта роза очень красиво складывается голова к голове, потому что у нее бутон широко раскрывается и практически не оставляет между собой пустот. И стоит она хорошо, у нее бутон быстро расходится, но он все равно продолжает оставаться плотным, не как у белой розы, да, и заломов на ней не видно. То есть роза это очень хорошая. И в отличие от белой розы, которая может почернеть очень быстро и потерять свою белизну, эта роза стоит очень хорошо. У нас клиенты ее хорошо раскупают и в букетах, и просто тоже берут. Ну вот, допустим, так может выглядеть букет из 5 роз. Одна в центре, но все равно мы ее чуть-чуть смещаем. Да, чуть-чуть мы ее смещаем, то, о чем мы всегда говорили вам. Пожалуйста, не ставьте розы крестом, чтобы обязательно вот такой треугольничек, да, соблюдали, чтобы вот он. И тогда у вас будет все. Не бойтесь крутить эти розы, вращать в своей руке, особенно если они у вас еще не закреплены. Вот получился ваш букет. А спираль, где мы как точку сборки выбираем в данной ситуации? Ну, в данной сборке можете выбрать в любом месте. Я в зависимости от высоты. Потому что если вы совсем низко возьмете, у вас не будет практически возможности красиво упаковать, и бумага будет попадать у вас в воду. То есть оставьте вот такое количество. Если клиенту захочется короче ваш букет, вы просто сможете подрезать его. Хорошо, а если вот наоборот взять очень высоко спираль, то что произойдет вот в данной ситуации? Если вы возьмете очень высоко спираль, то тогда нужно, чтобы была распорка гораздо больше зелени, и у вас тогда спираль вот внизу будет уже предназначена для вас типа аквариума, чтобы она разошлась потом. Но они же широко, да, разойдутся. Они разойдутся шире, да. То есть большее количество распорки нужно будет для того, чтобы закрыть пустоту даже, да? Да. Ну вот приблизительно вот так, да. Ну и, соответственно, мы доставим еще немножечко нашей зелени. Вот у нас, допустим, такая коротенькая, она же нужна нам как распорка, мы же ее и пониже можем поставить, соответственно. Ну и когда вы считаете такой букет, вы не забывайте о том, что вы используете дополнительный материал в качестве зелени и, естественно, ее тоже просчитываете. Да. Сеточка рускуса стоит примерно 40-50 рублей. Там уходит, например, 3 ветки, потому что мы их режем на 2, то есть это около 150 рублей на зелень уходит. Если... Ну вот, вы теперь мы дошли до 7 роз, соответственно. Сейчас вот тут у меня чуть-чуть распорочка вышла. Ну, сейчас точно так же, да, перехватываете букет, смотрите, чтобы роза смотрела непосредственно на вас. Хотя, конечно же, вы знаете, это не так просто, как кажется. И особенно, если, как я всегда говорю, стоит клиент, который смотрит за вашими действиями. Поэтому, если у вас есть возможность, да, тренироваться или просто поставить такие букеты на продажу, вы можете, соответственно, сначала все это попробовать, а потом уже при клиенте это очень быстро собирать. Вот, 7 роз, они не сжимаются между собой. Да. Вот у нас было нарвано какое количество рускуса? 4 веточки у нас было, то есть 8 распорок. 8 распорок, ну вот еще. Как ты 9-ю берешь еще. Да, хочу целиковую. Да, поставить. Ну, вот это из серии букет до 1000. Да. Большой букет до 1000. Еще раз повторю, что мы не используем гипсофилу, мы периодически покупаем ее либо в монобукеты, либо радужную гипсофилу берем тоже. Букеты чисто из нее, либо веночки для свадебной флористики составляем, на фотосессии тоже. А можно также брать какую-то красивую зелень, типа седума, да, например, но ее тогда хорошо ставить вровень, она будет красиво смотреться. Пастушья сумка. Пастушья сумка. Но это как бы дорогой дополнение. Это уже даже как дополнительный цветок, да, считается, не совсем как зелень. А если вы берете эвкалипты, например, тот же буни, либо синерей, у синерей достаточно жесткий листок, который тоже будет хорошо форму держать, вы опять же закладываете, что это будет удорожать бюджет, и тогда пускай эта зелень лучше вылезает, да, чуть-чуть. Ну, можно, да. Такая. Это рускус как доп. Элемент для основы выкладывать. А если нет зелени, то как можно сделать распорку? Если нет зелени, ну,
Вы знаете, если нет зелени, то бывают такие самодельные каркасики. Понимаете? Маленькие. Они с такими как бы отверстиями, да. Вы берете этот каркас, и тогда уже непосредственно, но тогда вам нужна обязательно будет упаковка, потому что вы должны будете всеми правдами и неправдами скрыть этот каркас. Вот ну вот, выложили мы букет из 7, соответственно, роз. Вот он получается такой широкий по просьбе вашего клиента. Все цветочки у вас смотрят, смотрите, да, наружу, соответственно, все розочки. Не бойтесь, да, это все вращать в своей руке, перехватывать. Учитесь, как я всегда говорю, перехватывать букет, чтобы увидеть, что непосредственно все ваши цветочки смотрят из круга. Сейчас мы букет из наших 7 роз еще упакуем, покажем вам, как это лучше всего сделать. Смотрите, мы в основу возьмем вот такую вот плотную бумагу из рулона. Она у нас с перфорацией. Она очень хорошо держит форму. Она именно что жесткая, и нам это понадобится, потому что мы хотим упаковать в 2 слоя. Я знаю, что многие любят очень упаковывать в сетку, но мы сетку не используем. В принципе, на мой взгляд, это более-менее современный ее аналог. Смотрите, мы отрезали вот такие квадратики, как всегда делаем от рулона. Вот так вот это выглядит. И, как мы уже до этого показывали, складываем их под углом. Здесь, в принципе, делаем достаточно резкий угол, то есть не так, как обычно, вот так вот, таким образом, а вот так вот. Практически углы у вас совпадают, чуть-чуть остается пространство. Кладем наш букет и заворачиваем аккуратненько все по кругу. Расправляем, как всегда, все параллельно. Не сжимаем букет, то есть наша задача букет не сжать. Сейчас у нас вот так вот получилось уже. Видите, каркас создается, нигде ничего не сжимается, это очень важно, и ложится по форме букета. И точно так же делаем со вторым листом. У нас здесь с вами пустая стенка, поэтому угол попадает, вот этот угол попадает именно на пустое место. Вот таким вот образом мы упаковываем. Мы визуально не любим, когда упаковка не распространяется по длине всего стебля. То есть, чем больше у вас вот здесь вот рюмочка будет, тем шире визуально будет клиенту казаться букет. То есть, часто в магазинах я вижу такую ситуацию, когда вот настолько поднимают упаковку, а ножки оставляют голыми. Понимаете, что букет смотрится уже и меньше за счет этого. То есть вот эта упаковка, она может быть у вас и высоко, пускай она будет как внутренний слой за счет уголочков вылезать. Мы ее сейчас с вами зафиксируем, чтобы она у вас никуда не расползалась. В качестве верхней упаковки мы будем использовать такой вот бежевый крафт из рулона. Он очень тонкий, когда-то такой крафт продавался в Икее в качестве упаковочной бумаги. Но вы можете использовать любой другой материал, это также может быть пленкой, либо любым другим крафтом, что вам больше нравится, что у вас всегда есть в салоне. Мы отрезали от него прямоугольник и складываем тоже небольшим уголочком, с таким вот нахлестом, видите? Но они практически, здесь важно, что идут по одной прямой. Согнули. И обратите внимание, у нас вот здесь больше упаковки, а вот здесь получилось, что меньше. Поэтому угол букета мы кладем на то место, где упаковка практически отсутствует. И точно так же по кругу оборачиваем. Вот такой вот рюмочкой. Параллельно все расправляем. Все, упаковка наша готова. Вот здесь вот, где у вас отстает чуть-чуть, можно положить букет, аккуратно пристеплерить бумагу. Так, здесь не будет вообще видно, это получается у нас задняя сторона, передняя сейчас смотрит на вас. Смотрите, букет не сжался, выглядит очень красиво. И самое главное, визуально он увеличился в объеме за счет того, что мы бумагой вот здесь расширили его стебель, то есть он как будто бы больший диаметр приобрел. И, естественно, заключительный момент, нужно украсить букет бантом. Все, его можно класть спокойно, он не сжимается, с ним ничего не будет. Такую бежевую зеленоватую ленту взяли в тон.
Точно так же можно паковать и 3, и 5, и 7, как мы, и 9 роз. Вот. Видите, у нас вот эти все уголочки между собой перекликаются. Получается вот такая идеальная рюмочка.